Всем доброе утро! Это одна из самых древних пород – самоедская лайка. Предположительно, что она произошла от полярного белого волка. Сегодня о них мы расскажем в рубрике «Жизнь замечательных зверей». Самоедская лайка – арктическая собака, сопровождавшая древние племена самоедов в их кочевой жизни. Племя использовало собак в качестве ездовых, для охраны стад оленей и для охоты на медведя и моржа. В семье Суховых самоеды появились почти 4 года назад. Елена раньше занималась только английскими кокер-спаниелями, но, увидев белоснежного щенка, влюбилась без оглядки. Николай жену только поддержал. Теперь у них свой питомник самоедских лаек. Жена у меня любит собак, и я тоже не отказываюсь от этого. Папа у нас занимается спортом еще, ко всему прочему, с собаками. То есть сейчас очень популярен вид спорта скиджоринг. То есть это собака и лыжник идет в цепке. Но здесь не только буксировка идет, а лыжник работает и собака работает. Йока у нас собака-интеллигент, а Тори у нас собака-спортсмен. То есть у нее совсем другой характер, взрывной характер. В том, что самоеды бесконечно добрые собаки, мы удостоверились сами. У семьи Суховых 3 внуков, которые очень любят этих пушистых животных. Заводчики утверждают, что самоедские лайки не только безопасны, но и полезны для детей. Самоед, он ведь еще как врач многим детям, как вот дельфинов, начинает использовать для реабилитации каких-то детских болезней, так и собака-самоед. То есть вот позитив, позитив и позитив. Все думают, что если белая собака, то очень трудно за ними ухаживать. Ничего подобного. Собака это имеет самоочищающуюся шерсть. То есть достаточно раз в неделю ее хорошо причесывать. Моемся мы в основном перед выставками. Ну или, если нет выставок, раз в месяц. В нашем городе существует клуб самоедов, направленный на развитие и улучшение породы. Йока и Тори там тоже состоят. Этот красавец-мужчина-самоед также оттуда. Он дядя этих 2-месячных щенков. Все самоеды любят общение, они не любят одиночество. Им без разницы, как бы где жить, скажем так. Но главное, чтобы было в обществе. Им вот это вот самое главное. В свою очередь, и люди не остаются равнодушными к этим белоснежным пушистым созданиям. К примеру, даже за время нашего съемочного процесса собрался народ. Всем хотелось погладить собак. И мало того, даже нашлись покупатели, которые решили забрать щенка. Позвонила дочь, попросила подойти, посмотреть щенков. Они как раз проходили мимо. Вот. Я вышел, посмотрел, мне очень понравился. Потому что я как раз мечтал, выбирал, вернее, какую породу мне вообще подобрать. Но вот эта порода как раз по душе. Я решил взять мальчика от этого. Видите, как хорошенький медвежонок. Если у вас есть вопросы в рубрику «Жизнь замечательных зверей», пишите на электронный адрес barышникова@channel4.ru или звоните в редакцию 376 59 93. Алена Барышникова, Николай Банько, Утренний экспресс.